Здравствуйте! На Байконуре готовят к старту ракету «Союз», которая выведет на орбиту космический аппарат «Ресурс-П». Главное отличие нового спутника – мощная гиперспектральная аппаратура. С ее помощью специалисты серьезно улучшат зрение спутника. Снимки будут получать не в 3 цветах, как сегодня, а в полной цветовой гамме. Во-первых, этот космический аппарат в штатном режиме позволяет получать стереоизображение на одном витке. Во-вторых, этот космический аппарат на одном витке позволяет получать съемку площадок, а не как было раньше, только узких маршрутов. И третья важная особенность этого аппарата – аппарат может снимать маршруты, произвольно расположенные к основной трассе полета. В 50-й раз ближний пригород Парижа собрал тех, кто создает и эксплуатирует авиакосмическую технику. На взлетной полосе и павильонах Ле Бурже можно было и себя показать, и на других посмотреть. Особое внимание, как всегда, привлек павильон Роскосмоса. Когда в небо поднималась российская техника, замирали переговоры и пресс-конференции. На нынешнем авиасалоне Ле Бурже к России особенное внимание. Впервые за 10 лет сюда пожаловала столь внушительная делегация из России. Выставка в пригороде Парижа раз в 2 года становится крупнейшей площадкой для демонстрации достижений мировой авиации и космонавтики. В этот раз на юбилейном салоне 44 страны представили на суд зрителей новинки авиастроения и передовые разработки космической отрасли. Сегодня Россия и Европа стали еще ближе. Страны подписали соглашение об исследовании Красной планеты – Марса. Первый совместный проект континентального масштаба. Руководители космических агентств Владимир Поповкин и Жан-Жак Дарден обсудили перспективы будущей работы и распределили роли в проекте «ExoMars». У нас очень много перспектив. Сегодня мы подписали несколько соглашений. В первую очередь, это обязательство по «Экзомарсу». Это первый проект, который мы делаем вместе. Нам нужно совместное руководство, так как это очень важный шаг для проекта «Экзомарс». Однако Марс – это все же второй шаг. Первым прыжком во Вселенную станет исследование Луны. Именно так определено в Федеральной космической программе на ближайшие 10 лет. И здесь тоже не обойдется без участия Европы. До 2017 года мы будем сотрудничать по русской миссии «Луна-ресурс». И мы привнесем некоторые технологии в этот проект. Аппарат приземлится на Луне, соберет и привезет вещество на Землю. Вот что мы планируем сделать вместе. Созданием аппарата для возвращения на Луну будет заниматься НПО имени Лавочкина. Здесь вот уже 75 лет рождаются космические зонды для исследования дальних планет, астрофизические обсерватории, системы дистанционного зондирования Земли. Исследование вечного спутника Земли для этого предприятия не в новинку. В 1965 году генеральный конструктор Сергей Королев передал заводу тему исследования Луны и планет Солнечной системы. Уже в 70-м советский аппарат, созданный в подмосковных Химках, удачно прилунился и вернулся с образцами грунта. Мне кажется, Луна может быть хорошей такой базой для астрономических, астрофизических исследований, для таких больших приборных комплексов для исследования космических лучей, и которые можно там развернуть на ее поверхности. Космонавты могут в таком сервисном вахтовом режиме там участвовать в работе по поддержанию этих комнатных. Это очень такая интересная и достойная задача. Первая задача – исследование лунного льда. Потом можно говорить о воде и кислороде. А это первый шаг для создания базы на Луне. Одна из версий происхождения льда – его занесли кометы из других галактик. Ученые очень хотят получить в руки здесь вот этот вот образец льда. Поэтому мы сейчас венец нашей вот этой вот программы, вот этого шага программы, это именно доставка льда. И вот первая подготовительная миссия, демонстратор, что мы умеем садиться. Вторая миссия, это уже где что мы умеем бурить и там добывать лед. А третья уже возврат. Одна из космических премьер выставки – новый член семейства ракет «Союз» – экологичный носитель «Союз-5». Универсальная ракета станет новой ступенью в развитии космической отрасли и сменит своих предшественников. Мы видим, что на смену «Союзу»
и на его техническую, на стартовую позицию может прийти «Союз-5». Это носитель среднего класса, по полезной нагрузке 8-8,5 тонн на низкую орбиту будет выводить. Но что принципиально здесь, это применение СПГ, сжиженных природных газов в качестве компонента топлива. Это означает, что топливо будет экологически чистым и доступным. На сегодняшний день ракета «Союз» имеет 9 модификаций. Все их производят в Самаре, на ЦСКБ «Прогресс». Важно, что для новорожденного «Союза-5» подходят все известные стартовые площадки на Байконуре, в Плесецке и южноамериканском Куру. На Ле-Бурже состоялась и мировая премьера новой стартовой площадки на космодроме «Восточный» для самой пускаемой в мире ракеты. Это станет уже 4-я точка на мировой карте «Союзов». Это вот только часть того, что создается. Это стартовый комплекс, там, где, собственно говоря, ракета будет стартовать в космос. А помимо этого будет создан технический комплекс. Это то место, где готовится ракета, где она собирается, где готовится космический аппарат. Потом это все сходится в одном месте, в монтажно-испытательном комплексе, прибывает на старт. Дальше дальнейшая подготовка предпусковая. И оттуда уже стартует в космос. Уже сейчас на космодроме «Восточный» развернулась огромная стройка. Через несколько лет это будет полномасштабный, грандиозный космопорт на востоке России. Этим летом проект «Радио Астрон» расширит свою географию. Наземные станции приема информации с орбитального телескопа откроют в Северной Америке и Южной Африке. Это позволит ученым принимать информацию из космоса круглые сутки. Телескоп «Радио Астрон» был выведен на орбиту 2 года назад и стал первой российской астрофизической обсерваторией для серьезного изучения дальнего космоса. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!